вхожу в космическое пространство. Находится в свободном плавании. Всем привет! С вами Физика для гуманитариев, и сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, какого же цвета Луна. Вообще очевидный вопрос, да? Белого. Светло-желтого такого. Светлого. Ну, на ней присутствуют разные цвета, начиная от коричневого, заканчивая там синим. Серая? Черная? Серо-белое так. Технически белого. Серого. Черного, возможно, даже. Серого? Серега, друг у меня есть. Серого, наверное, нет. Но она высвечивается влияет лучей, отражающие от Земли, от Солнца, Земля, Луна. Сама Луна. У американцев спросите, они там были. А нет, получается не очевидный. Ну, значит, давайте разберемся. Вообще, говоря о цветах и о каком-то восприятии, о каком-то излучении некоторой информации, есть три различных объекта, о которых можно поговорить. Первый объект – это тот, который воспринимает информацию. Второй объект – это источник, тот, который ее издает. И часто между ними есть некий посредник. Поэтому давайте начнем разговор о цветах Луны с нашего собственного восприятия, с нашего человеческого зрения. Человек воспринимает три различных цвета, тремя различными чувствительными органами, и есть четвертый, который воспринимает освещенность в черно-белом цвете и немножечко совсем цветов. Работают эти наши цветовые сосочки таким образом, что если информации по чувствительному органу слишком много, то мы видим всегда белый цвет. Именно поэтому на круглых объектах блик всегда белый, сварка тоже белая, солнце в центре белое, правда, не рекомендую, конечно, часто на это смотреть, всего лишь 2 попытки у вас есть. В общем, когда мы видим какой-то объект очень-очень ярким, он нам кажется белым, поэтому яркая Луна на темном небе светится белым цветом. Это наше человеческое восприятие. Прежде чем мы перейдем к цветам Луны, самого объекта Луны, наверняка все люди скажут, есть же цвет неба, есть диффузное излучение неба, это то, какими цветами наше небо светится. И Луна приобретает соответствующий цвет, исходящий из атмосферы. И действительно, вот вы можете наблюдать картиночку, на которой астрофотограф в течение многих лет фотографировал различные цвета Луны, связанные с атмосферой, и практически любые цвета там заснял. Какого цвета атмосфера, такого цвета мы можем увидеть и Луну, и красного, желтого, и фиолетового, голубого и так далее. Так почему же так происходит? Почему один и тот же объект в разных условиях у нас приобретает совершенно разные цвета? Дело здесь в рассеивании. Наша атмосфера не является каким-то сплошным объектом из одного материала. Там находятся капельки воды и загрязнения. Так вот, свет рассеивается при помощи капелек воды. Это такая круглая сферическая линза, она на самом деле не совсем сферическая. У нас проходит несколько отражений, несколько преломлений внутри этой капельки воды, и свет выходит наружу, а может и несколько раз пройти. Начал об этом размышлять еще Аристотель, он составил свою теорию радуги. Вы, наверное, замечали, что радуга всегда двойная, есть маленькая радуга и большая радуга, цвета в них обратные, в одну сторону и в другую, а между ними такое темное пространство, где света меньше, называли пространством Александра, так оно известно еще со времен Аристотеля. И люди задумывались, от чего же получаются такие разные цвета радуги, разное небо на закате, восходе, днем, если в горы подняться, небо еще другого цвета. Так вот, все дело в отражении и преломлении света внутри капелек воды. Оказалось, что картина вот этого преломления, отражения внутри капелек, оно соответствует картине, которая получается на небе в целом. Это довольно сложные теории, потому что здесь задействована не только оптика, но еще и электромагнитная теория, потому что волны света внутри капельки интерферируют друг с другом, но еще и квантовая теория, потому что внутри капельки воды постоянно рождаются и помирают частицы, античастицы, и вообще там происходит много интересных квантовых процессов. Но если упростить все это дело, тот цвет, который приобретет путь света, а они всегда имеют некоторую форму, зависит от длины этого пути. Соответственно, самые короткие пути достаточно
достаточно немного испытывают искажений, поэтому они кажутся нам белыми. Чуть побольше путь кажется желтым, средний путь средней длины кажется нам синим, а очень длинные пути, которые прям за горизонт заскакивают, они кажутся нам красными. Вот от этого, в общем-то, частично зависит цвет Луны. На самом деле в него вкладываются еще и загрязнения, какая-то запыленность, какие-то другие атмосферные явления. Поэтому вот есть диффузное излучение неба, от него зависит цвет Луны. Теперь мы уже подумали о посредниках, давайте подумаем о самой Луне. Вот если абстрагироваться от человеческого зрения, от земной атмосферы, какой у самой Луны цвет? Орбитальный спутник вокруг Луны, Луна-орбитер, постоянно картографирует поверхность Луны, много лет этим занимается. И вот у нас есть цветная карта лунной поверхности, которая этим спутником картографирована. И вы можете посмотреть, что она вся такая серенькая, вот как будто бы нет там никаких цветов у этой Луны. Вот примерно такого цвета кажется нам поверхность из-за этой Луны, из-за этого спутника, который картографировал Луну, и как будто вот цветов никаких нет. Но одно дело спутник изучает какие-то свои задачи, а другое дело человек воспринимает цвет немножко иначе. И люди были на Луне, 6 экипажей миссии Аполлон, они садились на Луну и делали фотографии, делали видеозаписи. Сейчас на экране вы увидите эти фотографии, и видно, что фотографии цветные, потому что астронавты какие-то желтые, красные, какого-то очень яркого белого цвета. Луна все еще серенькая. Видно, что она немножечко по цвету отличается. Это вот не серый скафандр, это вот не серая вот как кошечка цвет, но какой-то вот он не очень яркий, как будто бы цветов на ней практически нет. Но, опять же, фотографы могут сразу сказать, что этот кадр переэкспонирован. На Луне очень жесткое, без атмосферы, излучение, как будто бы лазеры светят на поверхность Луны, и цвета в этих кадрах очень трудно запечатлеть, особенно если есть яркие цветные объекты на другом плане. А вот можете посмотреть на кадр просто вот лунного грунта, где нет ярких других объектов, он уже немножко цветной. Здесь видны красные тона, видны какие-то немножко синего, коричневого, то есть в принципе даже вот миссия Аполлон при помощи каких-то простых фотоаппаратов уже цвета Луны запечатлены. Она не просто серая, там немножко цветов есть. У нас есть видео. На видео тоже есть некоторые цвета, но камера постоянно баланс белого какой-то свой берет, и, честно говоря, непонятно, цветная Луна или не цветная, как будто бы серая, но не очень эти цвета нам, значит, очевидны. Ну и теперь давайте перейдем к какому-то, попытаемся подвести некоторые правила по то, как бы мы оценили цвета Луны. Мы же люди, мы находимся на Земле, мы смотрим через атмосферу, но нам хотелось бы увидеть, как выглядят цвета Луны сквозь, конечно же, атмосферу с нашим рассеянным светом, но без цветовых искажений. Как будто бы вот диффузное излучение неба у нас отсутствует, мы его не замечаем. И вот астрофотографы своими инструментами добиваются таких снимков, и можете сейчас увидеть на экране очень яркую цветную Луну. Мы видим светло-серые лунные Нагорья и очень такие насыщенные красные цвета лунных морей, синие, даже какие-то зеленые, коричневые, даже немножко желтые. Является ли эта фотография настоящим цветом Луны? В принципе, да, но это композитная фотография, она составлена из аж 231 тысячи снимков. То есть свет и цвет был очень-очень много раз, очень долго накоплен аппаратом, а потом программно сшит в одну фотографию. Вот если все цвета Луны таким образом накопить, то мы можем увидеть вот такую цветную картину. Действительно, Луна цветная, но увидеть это глазом в один момент очень трудно.
Однако у нас есть фотографии другие, сделанные при помощи одного кадра. Не то чтобы одного кадра, можем посчитать, сколько кадров было сделано на этой фотографии, потому что в момент съемки мы наблюдаем транзит Международной космической станции сквозь Луну. И вот сколько вы видите международных космических станций, столько было сделано снимков. Вот каждая копия МКС — это отдельный снимок. То есть здесь буквально в пределах десятка снимков собраны в один, и там тоже видны цвета Луны. Видны, что у нее белые Нагорья и темно-коричневые моря и немножко голубые, немножко зелененькие моря. Вот этот цвет можно более-менее считать настоящим цветом Луны, потому что он воспринимается почти так же человеческим глазом. Свет проходит сквозь атмосферу, немножко рассеивается. Мы здесь видим наши какие-то знакомые объекты в виде МКС. Он не слишком яркий, это не годами накопленная информация. Это вот непосредственно то, как выглядит Луна. Самый последний аргумент в пользу цветов Луны — это геология. Луна состоит из почти точно таких же, как на Земле, материалов. Поэтому предполагается, что Луна когда-то была частью земной породы, а потом от нее отделилась. Но раз уж на Луне есть такие же минералы, как и на Земле, мы можем их на Земле посмотреть, увидеть их цвета. Ну и кроме того, некоторая часть лунных пород была доставлена миссией Аполлон, миссией Луна советской автоматической. Лунные Нагорья, лунные возвышенности состоят из анартозитов. Это минералы, богатые кальцием, а кальций он такой бело-желтый. Практически белый, но немножко желтит. Вот и настоящий цвет этих Нагорьев. А лунные моря, они прям так называются, они, конечно же, никогда не состояли из воды, на Луне не было ни морей, ни океанов, они состояли из лавы. Вулканическая активность залила базальтами лунные моря. И вот эти материалы вулканического происхождения, базальты, они темно-красные. Темно-красно-коричневые. Они у нас тоже присутствуют в большом количестве на Земле. Практически вокруг любых гор вулканического происхождения вы можете увидеть эти темно-красные базальты. Я был на Эльбрусе. Вот они выглядят очень-очень похоже на фотографии, которые вы сейчас видите на экране. Однако в базальтах есть примеси металлов. Красный базальт, он с железом, синий базальт, он с титаном, есть еще такой минерал оливьин, он светло-зеленого цвета, и все эти примеси тоже присутствуют на Луне. В базальтах вот вам несколько вариантов ответа на то, какого все-таки цвета настоящая Луна. Кроме вот этого главного вопроса, на который мы сегодня с вами ответили, в конце нашего видео поговорим о лунных мифах. Вышли на улицу в Петербурге, приставали к прохожим и задавали им следующие вопросы. Предлагаю вам, зрителям, точно так же, как и аудитории уличной, послушав вопрос, который относится либо к мифу, либо к факту, мы перемешали в кучу и мифы, и факты, то есть это может быть правдой, может быть неправдой. Попробуйте у себя в голове ответить на этот вопрос, мы вам покажем мнение некоторых зрителей, и после этого расскажем, как на самом деле. Миф первый или не миф, уже сами подумайте. Луна искусственная, потому что наблюдает за нами светлой стороной. Нет, это неправда. Ну, мне так кажется. Но я вот чисто как сердце подсказывает. Не думаю. Нет, она вертится, это, конечно, думаю. Это не искусственно никак объектом не может быть. Да, это надувной шарик, разрисованный. Я принимал там участие. На самом деле это неправда. Есть еще один похожий миф. Луна искусственная, потому что прячет от нас темную сторону. Нет. Нет, но верю в то, что внутри она полая. Нет. Ложь. Нет, конечно. Нет. У всех должна быть темная сторона, которую скрывает. Если вы решили, что это миф, вы угадали. Все дело в гравитационном захвате. Все спутники, очень многие спутники различных планет попадают в гравитационный захват. И вначале спутник немножко вытягивается в сторону центра притяжения, и его период обращения вокруг своей оси и вокруг тела притяжения не совпадают. И он переворачивается и немножечко деформируется в другую сторону. Это тратит много энергии. Поэтому за множество оборотов спутник приходит к такому положению, что он смотрит ровно в центр притяжения. Таким образом он тратит гораздо меньше энергии на переворот.
Это называется гравитационный захват. Поэтому Луна у нас смотрит всегда своей светлой стороной на нас, для нас светлой, темной стороной в космос, и так поступают практически все спутники вокруг крупных тел. Следующий миф или не миф. Угловые размеры Солнца, Луны и Земли идеально подходят для того, чтобы лунные и солнечные затмения совпадали. То есть на Луне тень Земли ровно размером с Луну, а на Земле тень от Луны ровно размером вот с Луну, тень от Солнца. Да. Да? Да, скорее всего. Земля плоская. Да. И это на самом деле миф. Угловые размеры Солнца, Луны и Земли не идеально подходят для затмений. Можете увидеть на картиночке, что вот они разные. Во время затмения лунного тень Земли больше немножко, а во время солнечного тень от Луны путешествует по Земле, и в каком-то месте есть затмение, в каком-то месте его нет. Следующий миф или не миф. Луна за один оборот вокруг Земли вызывает 2 прилива. Как вы думаете, это правда или нет? Да. О боже, я вообще глупая, я не знаю. Я правда не знаю. Это я не знаю, наверное, правда. И да, действительно, это правда. Вы могли еще увидеть на схеме приливного захвата, гравитационного захвата, что действительно гравитация не только притягивает тело к себе, но еще и вызывает сжатие тела по бокам. Причем не идеально равномерное. То есть прилив, который смотрит на Луну, он более острый, а прилив, который находится с противоположной стороны, он такой пошире. Вот так у нас работает гравитация. Следующий миф или не миф. Луна притягивает океаны, как мы только что выяснили, но не притягивает никакие другие предметы. Вот. Ни ложки, ни вилки, никакие ваши предметы не притянет. Нет, она притягивает, у нее просто гравитация не такая, как на Земле. Но меньше. Нет, 50 на 50. Ну, я прям сомневаюсь с ответом. Ну, может быть, что-то и притягивает, но это относительно тоже. Ну, вы могли догадаться, что на самом деле это миф. Луна притягивает все, что угодно, но сила этого притяжения очень маленькая. Чтобы ее измерить, нужны очень точные специальные приборы. Следующий миф или не миф. Луна не падает на Землю, в отличие от всех остальных предметов. Яблок, например. Но она ее спутник. Но она на нее не падает. Но она на нее не падает. А потом правильный ответ скажете. Правда. Не падает. На самом деле это вопрос с подвохом, потому что если рассматривать вопрос притяжения, то Луна испытывает ускорение такое же, как все остальные предметы. Ну, естественно, ослабленное квадратом расстояние между предметами. То есть яблоко, которое падает с ускорением свободного падения, и Луна, которая изменяет свою траекторию с ускорением свободного падения ослабленным квадратом расстояния между Луной и яблоком, это все одно и то же. Однако Луна движется по круговой траектории вокруг Земли и немножко все-таки отдаляется. Вот ее центробежная сила немножко выше, чем сила притяжения гравитационного вот этого захвата. И на 5 сантиметров в год Луна от нас отдаляется. То есть она как будто бы в принципе-то падает, но на самом деле отдаляется. Следующий миф. Луна каким-то мистическим образом воздействует на овощи. Поэтому все посевные календари у нас лунные. Так. Думаю, да. На самом деле это миф, и различные посевные особенности зависят от территории. Там в Краснодарском крае можно 3 урожая в год собрать, а в Ленинградской области около 0. Все особенности индивидуальные, зависят от ваших технологий, если у вас удобрения, если у вас парники, какая-то техника. В общем, Луна здесь совершенно ни при чем. Просто можно выбрать любые ориентиры по тому времени, когда сажать, когда выкапывать. Это вот уж разбирайтесь, как вам удобно.
Следующее. Луну считали искусственным объектом, потому что ее поверхность очень быстро нагревается и очень быстро охлаждается. Она как будто бы пустая консервная банка. Солнце вышло, она сразу вся нагрелась. Солнце ушло, она сразу вся охладилась. Правда это или нет? Думаю, что да. Вроде бы да. На самом деле это действительно правда. Все происходит из-за лунного реголита. Вот эти вот наши базальты и анартозиты, они крошатся, но так как нет ни воздуха, ни воды, они представляют из себя такие острые треугольнички, которые соприкасаются только одной гранью, и теплопередача через эту точку проходит плохо. Пыль очень острая на поверхности Луны, не очень большой толщины, но достаточной, чтобы на поверхности этой пыли температура быстро менялась, и она никак не передается внутрь. То есть градиент температурный от поверхности пыли до твердой поверхности на Луне, он достаточно сильный. И вот поэтому происходит такое необычное температурное явление, что на Солнце Луна очень быстро нагревается, быстро охлаждается. Просто вот теплопередача лунного реголита не очень хорошая. Следующий миф или не миф. Раньше считалось, что на Луне вообще нет твердой поверхности, что она состоит из чистой вот этой пыли, просто огромный пылевой мякиш такой. И сесть на Луну, соответственно, невозможно. Тут я не знаю. Сложно. Но пусть будет да. Да, вполне возможно. Газовые гиганты же тоже есть. Значит, возможно, и они думали, что не было твердой поверхности. Вполне. Да, действительно, такое предположение было, и некоторые ученые выступали за то, что Луна мягкая, а некоторые за то, что твердая поверхность есть, и есть смысл туда лететь. Кажется, Циолковский был один из первых людей, который отстаивал идею того, что на Луну нужно слетать, и твердая поверхность там присутствует. Ну и последний миф, который я хотел бы вам задать. На темной стороне Луны всегда ночь или нет? Не думаю. Нет. И это на самом деле миф. На темной стороне Луны, ну, так же, как и на всех остальных планетах, восходит Солнце и заходит. То есть это обратная сторона Луны, она темная в том смысле, что мы ее не видим. А на самом деле она то светлая, то темная, там день и ночь сменяют друг друга, как на обычных объектах космических. Вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш Телеграм. Увидимся.